Исследуя взаимоотношения мужчин и женщин Афганистана, невольно начинаешь подозревать, что у большинства из них есть странные наклонности. Что еще можно подумать, узнав о таком ужасном обычае, как побивание женщин камнями? Этот вопрос поднимает множество тем и аспектов, которые касаются не только культурных традиций, но и глубоких социальных злоключений. Так было не всегда. Отношения между большинством мужчин и женщин в этой стране на протяжении многих веков были довольно стандартными, как во многих исламских государствах Азии. Первые разговоры о положении женщин в афганском обществе начались еще во второй половине XIX века. В 1919 году жительницы страны получили право голоса, что стало важной вехой на пути к гендерному равенству. Дальше больше. В середине прошлого века местные женщины стали избавляться от паранджи, а в 1960-м в Конституции Афганистана появилась норма о равных правах граждан, независимо от половой принадлежности. Это был период, когда женщины начали обретать больше свободы и возможностей, включая доступ к образованию и медицинской помощи. Однако начавшаяся смута и гражданская война перечеркнули все эти позитивные перемены. Властные права были не просто ограничены, но и полностью попраны. Боевые действия, бедность, отсутствие социальной и юридической защищенности, вдовство и сиротство – все это сделало афганских женщин зависимыми от мужчин и их решений. А когда возникает ось подавления-подчинения, тут и проявляются дремлющие в некоторых людях извращенные наклонности, и не только у мужчин. В 1996 году, после десятилетий кровавых междоусобиц, разоривших и практически уничтоживших когда-то процветающее государство, к власти в стране пришли террористы, известные как Талибан. Они извратили не только отношения между мужчинами и женщинами, но и само учение ислама, которого они использовали как прикрытие для удовлетворения своих диких потребностей. Массовые избиения женщин и другие телесные наказания становились рутинными действиями, которые открыто проводились на глазах у всего общества. Правила, установленные Талибаном, вызывали страх и подчинение среди женщин и их семей. Женщины в Афганистане сталкиваются с бесконечным списком ограничений. Афганцы считают потенциальными грешницами даже 8-летних девочек. С этого возраста им запрещено видеть мужчин за исключением близких родственников. Это правило накладывает значительные ограничения на общение и возможности для развития. Выходить из дома без сопровождающего нельзя. О том, чтобы водить машину, не стоит и думать. Способность к самоопределению и независимости у женщин просто устранена. Все тело женщины, в том числе и лицо, должно быть скрыто от посторонних глаз. Возбраняется в публичных местах громко разговаривать, чтобы не вызвать искушения у случайных прохожих. Даже дома женщины не могут позволить себе нарядную одежду и косметику. Это считается грехом. Работать также запрещено, чтобы избежать встреч с посторонними мужчинами, так как даже на работе они могут столкнуться с потенциальной опасностью. Одной из главных проблем афганских женщин является отсутствие доступа к квалифицированной медицинской помощи. Фактически, любая болезнь может стать смертельной, если ее не лечить. Общение с врачом-мужчиной считается недопустимым, так как этот риск считается грехом. Однако женщин-врачей в Афганистане катастрофически не хватает. В результате террора, поднятого Талибаном, многие квалифицированные специалисты были либо убиты, либо бежали за границу. Новых специалистов никто не готовил, поскольку исламские радикалы запрещали женщинам получать образование. Богатым мужчинам проще. Они могут позволить себе отвезти больную мать или сестру в соседний Пакистан, где не существует таких жестоких правил. Однако небогатые семьи остаются в безвыходном положении, наблюдая, как их близкие страдают в ожидании помощи, которая никогда не придет. В прошедшие десятилетия в Афганистане активно действовали подпольные школы и больницы. Врачи и учителя, готовые рисковать, чтобы помочь женщинам, часто подвергались тюремному заключению
или казни за нарушение законов шариата. Множество представителей местной интеллигенции были казнены за попытки дать образование и медицинское обслуживание женщинам. Жестокость по отношению к женщинам в Афганистане принимала самые ужасные формы. Афганкам отрезали пальцы на руках и ногах, если они осмеливались делать маникюр и педикюр. В декабре 1996 года 225 женщин были избиты плетьми по решению суда. Их задержали за нарушение религиозного дресс-кода. Члены религиозной полиции патрулировали улицы, наказывая женщин физически за малейшие нарушения, побуждая общество участвовать в этой охоте. Подпольно работающие афганки просто расстреливались на глазах у публики. Казни, в которых участвовали многодетные матери, устраивались как театрализованные представления для многотысячной аудитории, превращая страдания в зрелище. Особую тревогу вызывает известный случай домашнего насилия, который стал достоянием широкой общественности. В 2010 году весь мир был шокирован фотографией 19-летней Аиши Мохаммедзаи, также известной под именем Биби Аиша. Снимок, размещенный на обложке журнала Time, шокировал миллионы. У девушки не было ни носа, ни ушей. Их отрезал ее муж в наказание за попытку побега из дома. Аиша родилась в горной провинции Уразган. В 12-летнем возрасте ее выдали замуж за члена враждебного клана, чтобы завершить междоусобицу. Новая семья мстила за старые обиды, и Аиша подвергалась побоям и унижениям. Первые 2 года она жила на конюшне, подвергаясь физическому и моральному насилию. В 18 лет, на грани отчаяния, она сбежала от мужа и его семьи, но вскоре была поймана и возвращена в тюрьму. По решению семейного совета ее муж отрезал ей нос и уши как наказание. Аиша была оставлена умирать, но ей удалось выжить. Сейчас Аиша живет в США, где проходила курс пластических операций и пытается пережить испытания, которые она перенесла. Ее история стала символом борьбы за права женщин в неблагополучных условиях и привлекла внимание мирового общества к ужасам, которым подвергаются афганские женщины. В афганском обществе родившая сына женщина заслуживает уважения и почета. Мать мальчика поощряется обществом, ведь она подарила своему мужу наследника. Напротив, если в семье нет сына, а есть только несколько дочерей, такую пару осыпают насмешками за неполноценность. Чтобы избежать общественного осуждения, некоторые семьи прибегают к хитрости. Одну из дочерей они превращают в сына. Девочку одевают как мальчика, дают ей мужское имя и заставляют вести себя соответственно. Такие дети обычно называют бача-пош. Этот феномен становится достаточно распространенным в некоторых районах страны. Девочки, оказавшиеся в роли бача-пош, быстро учатся скрывать свой пол от сверстников. Они ходят в школу вместе с мальчиками и играют в футбол. Никто из окружающих даже не подозревает, что перед ними на самом деле дочь. Однако, когда бача-пош подрастает, ее превращают обратно, выдают замуж и стараются адаптировать к привычной роли женщины. Такие резкие перемены могут сильно повлиять на психическое состояние девушек и вызвать серьезные психологические травмы, но для многих семей это вопрос престижа и сохранения репутации. Главное, чтобы соседи и родственники больше не судачили и на супругов не указывали пальцем за неспособность произвести на свет наследника. Феминистские движения и правозащитные организации по всему миру стремятся помочь афганским женщинам, предоставляя им доступ к образованию, медицинским услугам и ресурсам, необходимым для улучшения их положения. Ведутся попытки создания безопасных пространств для женщин, где они могут делиться своими историями, учиться и получать поддержку. Однако добиться перемен в такой культурной среде крайне сложно. Общество, в котором, к сожалению, укоренились насилие, подавление и стигматизация, требует не только времени, но и усилий различных акторов. Попросите вовлеченность со стороны местных и международных организаций.
Проблема афганских женщин напоминает о большом вызове, стоящем перед обществом в целом. Без активной работы по изменению как законов, так и культурных норм возможные последствия для будущих поколений женщин остаются жутко неопределенными. И хотя атмосфера запугивания и жестокости все еще преобладает, надежда на перемены существует. Силы местных активисток продолжают искать пути для повышения осведомленности о правах женщин и предоставления им возможностей для лучшей жизни. Эти усилия не только изменят жизнь отдельных женщин, но и могут стать искоркой надежды для всего афганского общества, стремящегося к свободе и равенству.